Вы когда-нибудь задумывались о том, что замки из фильмов и мультфильмов Диснея реальны? Тебе все шутки? Ну или о том, что существует танцующий дом? О, нет. Может, видели хотя бы горизонтальный небоскреб? Я уже совсем запутался, черт. Ну что ж, тогда привет вам всем! Че тебе надо, Шнур? Вы точно не зря заглянули ко мне в гости, ведь сегодня, о да, именно сегодня, мы отправимся в трип по самым необычным архитектурным сооружениям. Да, но... Только не торопись выключать, дай мне шанс и поверь, ты не пожалеешь. Мало того, ты проведешь это время с пользой, очень интересно и познавательно. Как скажете, сэр? Вот и славненько, тогда давайте попутешествуем и, так сказать, культурно поразвиваемся. Горизонтальный небоскреб. Мало кого сейчас удивишь небоскребами. Каких только форм и цветов они не бывают. Обалдеть! В мире появились даже горизонтальные небоскребы, но и этим уже не удивишь. Во многих мегаполисах стоят эти необычные гиганты. Но самый большой в мире горизонтальный небоскреб достроили в начале июня 2020 года в китайском городе Чунцинь. Этот 350-метровый гигант расположился на 4 обычных небоскребах на высоте 60-го этажа в комплексе Раффлс-Сити. Если перевернуть эту башню вертикально, в ней бы поместилось приблизительно 110 этажей. Вот такой необычный гигант. Подняться в башню можно на лифтах, расположенных в небоскребах-опорах. Но и это целое приключение, как взлет в космос. А что внутри, скажете вы? Правильный вопрос, и мне стало очень интересно. Внутри небоскреба располагаются рестораны, бары, бассейн, зимний сад, а также мини-музей города и большая смотровая площадка со стеклянным полом. Не хватает только бейсджампинга, но это так, на заметку владельцам башен. Замок Нойшванштайн. Замок Нойшванштайн построен в Баварских Альпах на скале высотой 92 метра. Это один из самых известных замков Людвига II Баварского. Ежегодно замок притягивает внимание около 1,5 миллиона посетителей, что делает Нойшванштайн одной из самых известных королевских построек мира. Кажется, так я и представляла волшебные замки из мультиков. Танцующий дом в Праге – необычное строение. Когда на него смотришь, кажется, что у тебя плывет в глазах. Но нет, он не танцует. Это символическое название. Секрет кроется в конструкции здания, благодаря которой мы видим два объекта, которые визуально напоминают пару танцующих людей. 20 лет назад, когда построили этот дом, жители Праги возмущались, но потом со временем смирились и признали его достопримечательностью Праги. Кунстхаус. В народе этот музей современного искусства называют дружественным инопланетянином. Здание, торчащее среди аккуратных черепичных крыш, и правда напоминает то ли инопланетное существо, то ли морское чудовище с присосками, то ли сломанную волынку. Пришелец появился в Граце в 2003 году, когда город участвовал в инициативе Евросоюза «Культурная столица Европы». Тонкий дом. Необычный жилой дом, также известный как Тонкий дом, расположен в Лондоне. Этот дом прославился на весь мир благодаря тому, что одна из сторон здания чуть больше 1 метра. Это, на секундочку, средний рост 5-летнего ребенка. Хабитат 67. Самый хаотичный жилой комплекс в мире – Хабитат 67. Это уникальный проект жилья будущего, который построили в далеком 1967 году. Но и в наши дни он выглядит очень современным и необычным. Можно только удивляться, как далеко в будущее смотрел архитектор, который разработал этот проект. Вам ничего этот домик не напоминает? Как будто ребенок собрал из кубиков. Ну или архитектор любил в детстве собирать конструктор. Но на самом деле задумка этого хаоса проста. Максимум света в квартирах и сад на крыше соседа. И архитектору это удалось. Абрадж Аль-Бейт.
Я думаю, что многие из вас слышали, что самое высокое здание в мире – это Бурдж-Халифа. Но слышали ли вы о самом тяжелом здании? Так вот, это Абрадж Аль-Бейт. Вес одного только полумесяца составляет 107 тонн. Башня Абрадж Аль-Бейт также известна как Макка Клок Рояль Тауэр. Огромный жилой комплекс, который находится в Мекке, в Саудовской Аравии. Здание уникально тем, что ему принадлежит несколько мировых рекордов. Это самый высокий отель мира. Самая высокая башня с самыми большими часами в мире. Крупнейшее здание в мире по площади и по массе. Кстати, оно второе по высоте после Бурдж-Халифы. Конечно же, ребята, то, что я сегодня вам показал, это малая часть нашего мира. Но у нас все еще с вами впереди. Я знаю, дорогой. Не огорчайтесь, оставайтесь с нами. И если это видео вам понравилось, не поленитесь его оценить. Ну ладно, уговорил. И до встречи через неделю. Don't worry, be happy. Всем пока, всех обнял.